Доброго всем! Сегодня в очередном видео я покажу, как мы восстанавливаем резьбу форсунок. Слово говоря, с проблемой резьбы нам приходится сталкиваться достаточно часто и решаем их разными путями. Вот в данном случае, как вы видите, здесь практически нет резьбы. Вот такая она должна быть. А это то, что осталось от резьбы в этом месте. Резьба в посадочном месте М20 шаг 1,5. Восстанавливать резьбу мы будем путем установки гужона. Для этого нам потребуется расточить посадочное место под резьбу М24. Гужон у нас будет с внутренней резьбой М20 шаг 1,5 под форсунку и с наружной М24 тоже шаг 1,5. Расточник координатно-расточного станка Виталий ставит головку на глобусный стол, так как ось шахты находится под разными углами, и выставляет шахту по вертикали, используя метчик. Закручивает его в резьбу и по телу метчика выставляет головку. В итоге углы, кому это интересно, вышли вот такие. 15 градусов разворота и буквально 30 градусов поворота. Далее Виталий берет центр отверстия и приступает к расточке. Растачивает до диаметра 22,5 под, как я уже говорил, резьбу М24 шаг 1,5. Как видим, мы лишь сбили верхушки резьбы, где они еще сохранились. То есть мы буквально слегка коснулись. Добавим миллиметр и точим дальше. Но сперва сделаем небольшой зарез и промеряем, что у нас выходит. Выходит 21,4 мм. Проходим этим размером всю глубину. Вновь добавляем еще миллиметр и делаем окончательную проточку. Далее Виталий делает простенький эскиз заявку на изготовление гужона и передает эту заявку своему тезке токарю. Токарь Виталий приступает к исполнению заказа, а первый Виталий, пока заказ в работе, нарезает резьбу в шахте форсунки. Виталий берет метчики, один из них, первый номер, пришлось немного заправить. Не часто приходится такими метчиками пользоваться, и заход не понравился расточнику. Стандартно при помощи станка расточник проходит колодец первым номером. Ту же операцию, к слову говоря, проделывает и токарь внутри своей заготовки.
У росточника Виталия дела идут к завершению. Он уже прошел резьбу вторым номером. На дне шахты, к слову, была вот такая медная шайба. Когда ее достали, то увидели зарубку на дне. Похоже на то, что ранее такую шайбу просто вырубали зубилом со дна. Ну и сотворили такую вот зарубку. А тем временем и токарь заканчивает свою работу. Нарезает уже резьбу по наружной части гужонки. А нами было решено поправить немного дно. Сильно заглубляться, как вы понимаете, нельзя. Виталий ставит резец, ставит индикатор на опуск. И приступает к подрезке. Вот этого, я думаю, хватит. Зарубка стала небольшой. Ниже опускаться уже не стоит. Пока Виталий протачивал, токарь принес изготовленный заказ. Теперь нужно почистить, обезжирить резьбу. Далее росточник пробует полученную резьбу, как она себя ведет. Все нормально, и теперь можно наносить фиксатор резьбы. Мы его наносим на витки как в колодце, так и на саму резьбу гужона. Вот теперь, используя приспособление, можно закручивать бонку на свое место. Остается сделать фаску. И в самом конце пройдем резьбу мечиком для контроля. Можно было, конечно, форсуночкой попробовать. И, конечно же, убедимся в своей работе, вкрутив в колодец форсунку. Ну, а на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите каналу донатом и без аварийных вам поездок.